Поздним вечером Арсен возвращался домой по проселочной дороге, проходившей мимо старых лугов у окраины маленькой деревни. После сильного дождя земля превратилась в вязкую грязь, а холодный ветер раскачивал мокрую траву. Вокруг стояла почти полная тишина, и только где-то неподалеку раздавался едва заметный жалобный звук. Сначала мужчина решил, что ему показалось, но через несколько секунд странный писк повторился снова. Что-то в этом звуке заставило Арсена остановиться и прислушаться внимательнее. Он медленно пошел в сторону заброшенного сарая, возле которого густо разрослись колючие кусты. Чем ближе он подходил, тем отчетливее слышался слабый плач. Раздвинув мокрые ветки руками, мужчина резко замер. Прямо в холодной грязи лежали 4 крошечных существа. Они были такими маленькими, что свободно помещались на ладони. Их худые тела дрожали от холода, мокрая шерсть прилипла к коже, а ребра отчетливо выступали наружу. Малыши едва шевелились, издавая слабые писки, больше похожие на последние попытки позвать кого-то на помощь. Арсен осторожно поднял одного детеныша. Тот оказался почти ледяным, но все еще дышал. Остальные лежали неподвижно, лишь изредка слабо подергивая лапами. Мужчина быстро огляделся по сторонам, пытаясь найти мать или хотя бы какие-то следы животных, но вокруг было пусто, только мокрое поле, туман и шум ветра. Тогда он понял, если оставить малышей здесь хотя бы еще на несколько часов, они погибнут. Не теряя времени, Арсен снял теплую куртку и осторожно завернул найденышей внутрь. Прижав их к груди, он поспешил к своему дому на окраине деревни. Сердце бешено колотилось, дыхание сбивалось от быстрого бега, но мужчина даже не думал останавливаться. Добравшись домой, он аккуратно уложил малышей возле старого камина, принес сухие полотенца и включил обогреватель. Затем Арсен подогрел немного молока и нашел маленький медицинский шприц без иглы. Первый малыш никак не реагировал. «Только не сдавайся. Пожалуйста», — тихо прошептал мужчина, осторожно капнув несколько капель молока ему на губы. Несколько секунд ничего не происходило, но вдруг крошечное существо слабо пошевелилось и начало медленно пить. Арсен облегченно выдохнул и принялся кормить остальных малышей. Всю ночь он просидел рядом с ними. Каждые 2 часа мужчина менял теплые полотенца, проверял дыхание детенышей и снова кормил их молоком. Каждый слабый писк дарил надежду, а каждая долгая тишина заставляла сердце сжиматься от страха. Только под утро Арсен понял, что все 4 все еще живы. Но он прекрасно понимал, что без помощи специалистов ему не справиться. Уже на следующий день мужчина отвез малышей в небольшую ветеринарную клинику в соседнем городе. Молодой ветеринар София Ловина внимательно осмотрела найденышей и нахмурилась. «Им всего несколько дней», — тихо сказала она, осторожно взяв одного малыша на руки. «И это вовсе не щенки». Арсен удивленно посмотрел на женщину. София аккуратно показала ему лапы детеныша и длинные острые когти. «Посмотри внимательнее на форму морды и уши. Это волчата». Мужчина застыл от неожиданности. Все это время он был уверен, что спас обычных брошенных щенков, но теперь выяснилось, что перед ним детеныши диких волков. «Честно говоря, удивительно, что они вообще выжили», — продолжила София. «Без матери такие малыши почти никогда не остаются в живых». Но Арсен уже не собирался отступать. Он превратил свой дом в настоящий временный приют. Повсюду лежали одеяла, бутылочки с молоком, лекарства и теплые подстилки. Дни быстро превратились в бессонные недели. Волчата постепенно крепли, начали открывать глаза и делать свои первые неуверенные шаги по комнате. Со временем у каждого малыша появился собственный характер. Один волчонок оказался невероятно любопытным и постоянно пытался выбраться из коробки. Другой был осторожным и тихим, предпочитая держаться в стороне. А самый маленький
Темный волчонок оказался настоящим бойцом. Даже когда сил почти не оставалось, он продолжал бороться за жизнь. История о спасенных волчатах быстро разлетелась по всей округе. Соседи начали приносить корм, старые пледы, лекарства и все необходимое для ухода за животными. Дом Арсена, который раньше был тихим и пустым, неожиданно наполнился жизнью, шумом и заботой. Но однажды поздней ночью случилась беда. Самому слабому волчонку внезапно стало плохо. Он перестал двигаться, а дыхание стало тяжелым и прерывистым. Арсен в панике схватил малыша, сел в машину и помчался в ветеринарную клинику сквозь ночной дождь. София быстро осмотрела волчонка и тихо произнесла: «Мы сделаем все, что сможем». Но шансов очень мало. Арсен остался рядом с малышом на всю ночь. Он осторожно гладил его по шерсти, пока капли давал теплое молоко и тихо разговаривал с ним, словно тот мог понимать каждое слово. Часы тянулись мучительно долго, и только перед самым рассветом маленькая лапа вдруг едва заметно дрогнула. Через секунду послышался слабый писк. Волчонок снова начал дышать ровнее. У Арсена на глазах выступили слезы облегчения. Проходили недели. Маленькие беспомощные существа постепенно превращались в сильных молодых волков. Они носились по двору, играли друг с другом, рычали, дрались и уже совсем не напоминали тех измученных малышей, которых когда-то нашли у старого сарая. Тогда Арсен впервые по-настоящему осознал: однажды наступит день, когда их придется отпустить обратно в дикую природу. И этот день действительно настал. Мужчина отвез подросших волков в большой лесной заповедник далеко от деревни. Сотрудники центра подготовили для животных безопасную территорию среди густого леса. Когда клетки открылись, волки один за другим выбежали на свободу и скрылись среди деревьев. Но самый маленький темный волк внезапно остановился. Он обернулся и долго смотрел на Арсена спокойным, внимательным взглядом, будто запоминал человека, который однажды спас ему жизнь. В тот момент мужчина понял: спасая этих малышей, он навсегда изменил не только их судьбу, но и свою собственную. А если эта история тронула ваше сердце, поставьте лайк и напишите в комментариях, смогли бы вы пройти мимо такого спасения.